Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги, аспиранты, слушатели. Сегодня я хочу рассказать о методах генетической инженерии в нейробиологии. Но если говорить вообще об определении генетической инженерии, то можно говорить, что это комплекс или набор методов для манипуляции с генетическими последовательностями как инвитро, так и инвиво. Соответственно, то есть это не какая-то там прям... То есть это в первую очередь такая практическая область, где люди, соответственно, занимаются тем, что какие-то гены меняют, какие-то вставляют, какие-то убирают. И не только гены, но и другие последовательности. Соответственно, перед тем, как начинать работать с генетической инженерией, в первую очередь проводится некоторый биоинформатический анализ, в том числе с использованием тех методов, о которых рассказывал Алексей Петрович на прошлой лекции. То есть это и полногеномное секвенирование, и другие методы. И, соответственно, после такого анализа можно переходить, собственно говоря, к конструированию генетических конструкций. Но сначала конструирование обычно проводят на компьютере, чтобы, скажем так, визуализировать и правильно составить схему, и, соответственно, затем уже создавать какие-то генетические конструкции. На экране представлена карта одной из плазмид. Плазмиды являются одним из основных инструментов генетической инженерии, то есть практически вне зависимости от того, с какими дальнейшей манипуляцией работают генные инженеры, на каком-то этапе им все равно приходится сталкиваться с плазмидами. В дикой природе плазмиды встречаются у бактерий, и часто именно они ответственны за такое явление, как антибиотикорезистентность. Точнее, за то, что одни бактерии могут обмениваться гены антибиотикорезистентности с другими бактериями и как раз с помощью плазмид. То есть в бактериях содержится геном в виде бактериальной хромосомы, и помимо этой бактериальной хромосомы могут еще присутствовать внехромосомные элементы, в частности плазмиды. Плазмиды бывают разные, они бывают линейными и круглыми, кольцевыми, прошу прощения, я вылетела из памяти, да. Они бывают как линейными, так и кольцевыми, но часто в работе используются именно кольцевые плазмиды. Здесь представлена одна из плазмид, и она содержит важные структурные части, о которых я хотела бы подробнее рассказать, чтобы вообще понимать, с чем работают генные инженеры. В плазмидах, как правило, есть некоторая бактериальная часть, которая, собственно говоря, ответственна за то, чтобы чтобы плазмиды размножались в бактериях при делении этих самых бактерий, ну и не только во время деления, но и, в принципе, накапливались. И какая-то часть, которая нужна именно и какая-то целевая часть, так называемая. Вот, и можно здесь рассмотреть повнимательнее. Например, вот здесь вот есть, в бактериальной части есть ORI-сайт, это сайт, который необходим для репликации, собственно говоря, этих плазмид. И также здесь есть участок резистентности к антибиотикам. В частности, в данном случае участок резистентности к ампицилину. Для того, чтобы мы могли отобрать те бактериальные клоны, которые содержат нужную нам плазмиду, то, соответственно, в плазмиду вносят участки с устойчивостью к различным антибиотикам для того, чтобы просто их отобрать. То есть те бактерии, которые не будут содержать целевую плазмиду, они будут просто погибать. Вот. И как рассказывал, опять же, Алексей Петрович на прошлой лекции, у генов есть, собственно говоря, какая-то последовательность, которая может кодировать белок, и также содержатся управляющие элементы, это промоторы. Соответственно, в данном случае вот есть промотор для данного гена, который обеспечивает синтез этого гена. Вот. Теперь обратимся к той части, которая является целевой, то есть необходимой в нашем случае для экспрессии в клетках млекопитающих, например, или даже в нейронах. Здесь также содержится управляющий элемент, это промотор.
В данном случае это CMV-промотор, то есть это промотор, созданный на основе промотора из вируса цитомегаловируса. Поскольку цель вирусов фактически захватить генетическую инженерию клеток хозяина, то они очень эффективно приспособились к тому, чтобы переключать транскрипцию генов с генов клеток хозяина на себя. И, соответственно, поэтому вирусные промоторы, они часто обладают довольно высокой эффективностью. Ну и CMV-промотор один из самых популярных среди таких. Вот. А дальше, собственно говоря, после промотора обычно располагается целевой ген. В данном случае здесь изображен ген, наверное, известный многим, ген флуоресцентного белка GFP или, как правильно его назвать, наверное, enhanced GFP, потому что GFP дикого типа, он не столь хорошо флуоресцирует в клетках млекопитающих, вот, поэтому с помощью мутагенеза, белковой генной инженерии, он был с улучшенными, так скажем, флуоресцентными свойствами, он был сконструирован, и его, собственно говоря, используют в большинстве работ. То есть там часто просто букву «Е» опускают, но это, как правило, всегда Enhanced GFP, если прям не указано, что это GFP дикого типа, который отмечается отдельно. Вот. И существуют также дополнительные какие-то элементы, которые, например, могут как повышать стабильность РНК, так и влиять на трансляцию, то есть улучшать обычную трансляцию. Вот. И эти элементы часто взяты либо также из различных вирусов, либо из различных управляющих элементов, в том числе из клеток эукариот. Ну, в данном случае вот этот вот ВПРЕ элемент, он взят из вируса. И, соответственно, он также улучшает, собственно говоря, эффективность экспрессии гена. Вот. Соответственно, в ходе работы генные инженеры, они могут по-разному как бы какие-то добавлять элементы, какие-то убирать, и, соответственно, каким-то образом модифицировать плазмиды. Вот. Часто как бы, ну, одной из первых задач является увеличение там экспрессии, и в некоторых случаях, например, CMV-промотор является недостаточным, например, для визуализации там зеленого флуоресцентного белка или экспрессии каких-то генов, и тогда CMV-промотор, например, усиливают дополнительными вставками. Вот. И также довольно популярным, особенно в том числе при исследовании нервной системы, является CAG или CAG-промотор, как его называют. Это, собственно говоря, немножко модифицированный CMV-промотор, в котором также добавлено еще дополнительный промотор, химерный интрон, и CAG-промотор, он гораздо более эффективный, чем CMV. Вот. И в частности, например, в некоторых методах доставки, там, например, при той же самой электропорации, предпочтительными являются именно плазмиды с CAG-промотором в некоторых случаях, чем CMV, так как особенно для длительных некоторых экспериментов CMV-промотор еще со временем он теряет некоторым образом свою эффективность, то есть есть некоторые данные о том, что происходит метилирование этого промотора, и, соответственно, его эффективность снижается. Вот, соответственно, CAG-промотор, он как более сильный, так и может обеспечивать более длительную экспрессию. Вот. Ну, как здесь мы видим, что здесь, получается, в качестве целевого гена используется ген челнородопсина, о котором рассказывал Алексей Юрьевич, когда рассказывал про стимуляцию нейронов. И этот челнородопсин сшит с белком mVenus, который при этом они сшиты, то есть этот белок флуоресцентный, он, собственно говоря, обеспечивает визуализацию, чтобы исследователи могли увидеть, в каких участках клеток расположен челнородопсин. Вот. Тут также расположен ВПРЕ, и также есть дополнительные сайты полиаденилирования, которые также увеличивают стабильность и увеличивают экспрессию нужного гена.
Соответственно, одно из удивительных, наверное, свойств генетической инженерии является то, что вы можете взять последовательность, которая экспрессируется там в вирусах, в бактериях, еще в каких-то клетках, и встроить в клетки млекопитающих, и даже, например, в нейроны, и они там подчас будут работать. Ну, если, естественно, там каким-то образом предварительно их немножко оптимизировать. Вот. Но если бактерии, если, например, встраивание плазмид в бактерий является достаточно простой задачей, то встраивание тех же самых плазмид и вообще генетических конструкций в, например, в нейроны, особенно в нейроны инвиво, является уже более сложной задачей. И чтобы доставить ДНК в разном виде в клетки, используются различные методы. Ну вот, наверное, один из таких методов самых известных, ну, не то чтобы самых известных, одним из методов является микроинъекция ДНК. Собственно говоря, это, наверное, самое простое, когда вы берете там ДНК и в виде плазмида или в виде каким-то образом линеаризованную, может быть, какую-то ДНК, и, соответственно, просто через стеклянную пипетку вносите ее в клетки. Но для нейронов, особенно нейронов млекопитающих, этот способ не очень подходит. Иногда его изредка используют для инъекции ДНК в клетки нейронов беспозвоночных, которые гораздо крупнее, чем клетки млекопитающих. Вот. Но этот способ является часто используемым для, например, создания трансгенных животных. И если вы создаете трансгенные животные, собственно говоря, где уже ДНК будет модифицирован геном у этих животных, то это может повлиять в том числе на экспрессию в нервной системе, в нейронах, в глии и так далее. Еще одним способом доставки является биолистическая доставка. Ее же в целом можно использовать даже в нейронах млекопитающих. Заключается этот способ в том, что ДНК, содержащая целевой ген, она каким-то образом прикрепляется к маленьким шарикам мельчайшим, и с помощью такой так называемой генной пушки можно просто доставить ДНК в клетке. Если при удачном попадании, да, и, соответственно, если ДНК попала в нужное место, то уже, получается, ферменты, собственно говоря, внутриклеточные, они распознают эту ДНК, и там РНК-полимераза, например, уже сможет связаться с промотором и синтезировать доставленный ген. А также используется методы электропорации. Они заключаются в том, что прикладывается, собственно говоря, электрическое поле, наверное, да, к какой-то области там либо мозга, либо клеток. И, соответственно, тут нужно как бы достигаются две задачи. С одной стороны, с помощью пульса, такого электрического импульса, можно на какое-то время создать поры в мембранах, чтобы ДНК проникла в клетку. Ну, собственно говоря, да, основной проблемой доставки ДНК в клетки является то, что ДНК является крупной заряженной молекулой, а мембраны клеток – это липофильные, наоборот, гидрофобные структуры, ну да, не наоборот, но да, это структуры, которые плохо пропускают крупные заряженные молекулы, и поэтому нужно каким-то образом преодолеть этот барьер. И вот с помощью электропорации можно создать как на очень короткий промежуток времени пору, через которую ДНК сможет пройти, а также она создает градиент электрического поля, и поскольку ДНК является заряженной молекулой, то она будет двигаться в этом электрическом поле и таким образом перемещаться и может попасть внутрь клетки. Электропорацию можно проводить в разных условиях, например, чтобы электропорировать, например, культивируемые нейроны, то сразу после получения суспензии нейрональных клеток можно, получается, их поместить в кювету вместе с плазмидой, ну, в данном случае требуется довольно большое количество плазмиды, перемешать, и, соответственно, если на стенках кюветы, ну да,
на стенках кюветы располагаются металлические пластинки, через которые, с помощью которых при подаче там тока можно создать условия, чтобы ДНК проникла в эти суспензионные клетки. И затем эти суспензионные клетки можно высадить на стекло и таким образом получить монослой из культивируемых нейронов, которые вполне себе способны жить и даже формировать синаптические связи. Также интересным методом является электропорация инутера. О ней упоминал Алексей Юрьевич в своей лекции, но я немножко тоже повторюсь, который заключается в том, что вы можете доставить ДНК в какой-то участок мозга эмбриона, причем одно из самых используемых приложений – это доставка ДНК в определенные клетки, в определенные слои коры. Как мы знаем, во время эмбриогенеза кора образуется послойно, то есть сначала образуются нижние слои, затем более верхние и верхние. И, соответственно, в зависимости от того, на какой день эмбриогенеза доставить ДНК, мы можем заразить либо нижние, либо все более и более верхние слои клеток. Вот. Ну и часто это используется, например, для заражения второго-третьего слоя клеток, при этом там клетки более низколежащего слоя, они минимально заражены. И это используется часто в исследованиях именно развития нервной системы, потому что затем можно исследовать, как, например, куда идут аксоны из, например, второго-третьего слоя коры и так далее. Вот. Но и для физиологии, естественно, тоже. Вот. Также разрабатываются методы электропорации инвиво, но они гораздо менее эффективны. То есть там, да, иногда получается, вставляют электроды в мозг, между ними помещают, собственно говоря, плазмиду, но эта эффективность очень низкая, и это тоже работает только на довольно раннем возрасте. Ну, это то, что касается нервной системы. Вот. Также широко используемым методом являются методы химической трансфекции. В чем они заключаются? Один из часто используемых таких методов – это с использованием липосом. То есть при этом часто используются липосомы, которые формируются из таких липидов, у которых на одном конце расположены катионы. И таким образом образуются липосомы в виде некоторых пузырьков, внутри которых расположены катионы, а снаружи, соответственно, липофильные хвостики. И ДНК, поскольку она отрицательно заряжена, она будет проникать внутрь этих липосом, да, которые представлены катионами. И поскольку у этих липосом липофильная оболочка, то она гораздо проще проникает через клеточную мембрану. Вот. И таким образом ДНК может быть доставлена в клетку. Единственное, что этот метод все равно не очень хорошо работает на нейронах. Ну, то есть работает, но не всегда. И чаще всего он используется именно для культивируемых нейронов. То есть, собственно говоря, да, например, используется там реактив под названием липофектамин, например, который смешивается как раз с плазмидой. Эта смесь добавляется, например, к культуре нейронов, и таким образом можно заразить определенный процент клеток и, соответственно, их исследовать. Вот. И одним из, наверное, таких популярных методов, в том числе в нейробиологии, методов доставки ДНК в клетки является вирусная трансдукция. То есть на основе плазмид, сконструированных генами-инженерами, а также с использованием дополнительных плазмид, которые несут некоторые гены, необходимые для сборки вирусных частиц, можно, собственно говоря, получить эти вирусные частицы,
Отмечу, что эти вирусные частицы являются рекомбинантными. Они сконструированы таким образом, что повторное образование вирусных частиц после заражения ими каких-то клеток не происходит. Собственно говоря, именно это делает эту процедуру достаточно безопасной, так как вирусы, ну, понятно, это вирусы. Вот, и чтобы избежать каких-то проблем, то в целевую часть плазмиды никогда не вставляются, ну, не вставляются гены, необходимые для сборки вирусов, они вставляются отдельными плазмидами, и они не встраиваются в геном полученных вирусных частиц. Как правило, в геном полученных вирусных частиц, там либо РНК-геном, либо ДНК-геном, попадает только целевая часть, которая необходима для экспрессии, собственно говоря, необходимых генов, ну и в данном случае, например, там в нейронах или в каких-то глиальных клетках и так далее. Ну, здесь я попыталась немножко отметить, для каких целей используется генетическая инженерия в нейробиологии. Естественно, это ни в коем случае не полностью исчерпывающий список, но это, наверное, один из таких самых часто встречающихся применений, может быть, о котором я вспомнила. Итак, соответственно, генетическая инженерия применяется для исследований функций белков. И в данном случае используется, например, подавление экспрессии белков каких-то интересующих, либо, наоборот, сверхэкспрессия или оверэкспрессия генов. Причем оверэкспрессировать можно как гены, например, нормальные, так и различные там мутантные гены. Вот. Ну и, естественно, там какие-то новые разработанные гены, например, там тот же самый зеленый флуоресцентный белок. Соответственно, морфологические и оптогенетические исследования функциональных связей нейрональных популяций, то есть, например, когда GFP встраивается GFP можно встроить в определенную популяцию клеток и, соответственно, посмотреть, где расположены отростки этих клеток, да, чтобы понять, как связаны различные структуры между собой. Вот. Также, естественно, это оптогенетические исследования, когда можно посмотреть не просто, как они связаны между собой, но и как они функционально связаны между собой, скажем так. Также есть такие области, как хемогенетика и немножко даже термогенетика. Также применяется генная инженерия для исследований активности нейронов, и сейчас просто вал каких-то различных сенсоров, которые позволяют оценивать, что происходит в клетках. Ну, наверное, самый популярный метод – это использование кальций-чувствительного сенсора, который называется GCAMP. Также есть некоторые потенциал-чувствительные сенсоры. О них также рассказывал Алексей Юрьевич в своей лекции. И, соответственно, разрабатываются генетически кодируемые сенсоры на различные, например, нейромедиаторы. То есть с помощью этих сенсоров и с помощью флуоресценции можно, например, смотреть, как изменяется выброс медиаторов в тот или иной момент времени. Также такое относительно новое направление – это изменение типов клеток и, соответственно, превращение одних клеток в другие, в том числе в нейроны. Ну и, наверное, одно из интересных направлений, когда можно взять, например, клетки кожи даже человека и превратить их с помощью таких, в том числе генетических манипуляций, превратить в нейроны, и уже практически можно там изучать электрофизиологию человеческих нейронов, ну, индуцированных человеческих нейронов. Вот, ну и, наверное, такой как бы вершина этого – это, наверное, разработка методов генетической терапии, которая позволит лечить некоторые генетические и, может быть, не только генетические заболевания. Итак, давайте подробнее рассмотрим эти методы и, соответственно, посмотрим методы в первую очередь, например, для подавления экспрессии белков. Ну, соответственно, если там на основе биоинформатического анализа, исследования каких-то процессов вы нашли какой-то интересующий вас ген, какой-то белок, и
решили, что вы хотите понять, а как этот белок функционирует, то у вас существуют некоторые способы, чтобы это проверить. Вот. И такими способами являются, например, подавление экспрессии или выключение этого гена, да, чтобы посмотреть, ну, как там говорят, что биологи любят что-нибудь выключить и посмотреть, что будет. Вот. Это примерно та ситуация. Либо вы можете, наоборот, увеличить экспрессию этого гена и, соответственно, также посмотреть, а что произойдет на уровне физиологии. Или можно, получается, модифицировать каким-то образом этот белок и посмотреть, что изменится при этих манипуляциях. Вот. Ну, и для локализации также можно к исследуемому белку пришить, например, тот же самый зеленый флуоресцентный белок и посмотреть, где он будет располагаться. Вот. Эти все методы практически имеют свои ограничения, имеют свои возможные как бы нюансы. Вот. И, соответственно, максимальные полезными в качестве получения информации о функции генов является комбинация различных генов. Вот. Ну и одним из, как некоторые считают, золотых стандартов исследования генов является создание нокаутов генов, то есть полного выключения генов во всем организме. Вот. Существуют разные способы создания генетических нокаутов. Ну, здесь мы рассмотрим систему, которая в последние годы стала наиболее, может быть, быстро растущей системой для изменения редактирования генома – это CRISPR-Cas-система. Соответственно, эта система, собственно говоря, была получена из клеток бактерий, и у бактерий она играет роль адаптивного иммунитета, ну, как противовирусной защиты. Вот, но исследователи берут на вооружение все, все лучшее из всех миров биологических, и, соответственно, в настоящее время эта система активно адаптируется для генного редактирования и в клетках, например, млекопитающих. Собственно говоря, из чего она состоит? Компонентами CRISPR-Cas-системы является Cas-белок, и чаще всего в настоящее время используется Cas9 белок, хотя они тоже бывают разные. И, соответственно, в нее входит так называемая гайдовая РНК, или гидовая РНК, наверное, если по-русски говорить. Гидовая РНК при этом состоит из двух частей. Одна часть этой РНК, она необходима для того, чтобы, собственно говоря, Cas-белок связался с этой РНК, а другая часть, она комплементарна той областью, которую мы хотим, например, разрезать. Собственно говоря, да, Cas9 белок – это фермент, который позволяет разрезать молекулу ДНК. И, соответственно, вот эта вот специфичность этого поиска того места, который необходимо разрезать, определяется частью как раз гидовой РНК, которая является комплементарной тому участку гена, который мы хотим разрезать. В принципе, плюс вот этого белка в том, что да, есть некоторые условия к той последовательности, которую мы хотим разрезать. В частности, она должна содержать так называемую PAM-секвенс и PAM-последовательность, соответственно, но это не очень сложное условие. Часто это является для многих систем, это является последовательность, которая содержит последовательность N, то есть любой нуклеотид, после которого идет две буквы G, да, то есть NGG. И такие последовательности в геноме встречаются достаточно часто, и поэтому достаточно, есть возможность найти тот участок, у которого после этой последовательности, PAM-последовательности, содержится целевой участок. Соответственно, то есть и для того, чтобы редактировать геном, нам таким образом нужно внести в клетку, собственно говоря, Cas-белок, причем он может быть внесен в виде гена, в том числе, например, с помощью плазмиды, или иногда даже вносят просто уже Cas-белок в виде белка. Соответственно, также нужно внести
гидовую РНК. Она может быть внесена также либо в виде уже готовой РНК в некоторых случаях, либо в виде гена, закодированного в плазмиде, например, в той же самой. Вот. И, соответственно, это необходимо все поместить в клетку. Когда, соответственно, Cas-белок связался с целевой последовательностью, он может совершить двухцепочечный разрыв. Что происходит дальше? Соответственно, дальше уже вступают в дело ферменты клеточной репарации, которые начинают чинить этот разорванный участок ДНК. И тут могут быть разные ситуации. То есть если нету какой-то матрицы, нету каких-то дополнительных матриц, то тогда происходит негомологичное сшивание этих концов порушенных. И тут может быть произойти всякое. То есть, могут, например, просто выпасть несколько нуклеотидов, и, соответственно, после чего ДНК сошьется. Могут быть каким-то образом вставлены какие-то последовательности. И это обозначает общим словом indel formation, образование инделов, причем in в данном случае, в этом слове означает инсерция, del – это делеция. То есть тут могут произойти инсерции, делеции и так далее. И самое главное, что если мы, соответственно, хотим сделать нокаут, то есть нам нужно сломать ген, то этого иногда достаточно, то есть чтобы сломать ген, так как при этом может произойти сдвиг рамки считывания, и таким образом белок потеряет свою функциональность, либо вообще там появится стоп-кодон, и белок станет укороченным. Вот. Также можно использовать, помимо того, что будет внесен белок Cas9 и гидовая РНК в том или ином виде, можно еще добавить донор, который, собственно говоря, будет встраиваться в этот участок, да, и таким образом встроиться. Вот. Но чтобы это было более контролируемо, часто добавляют именно такой донор ДНК, который содержит гомологичные участки к концам, которые находятся снаружи от разрезанного участка. И тогда в дело вступают такой процесс, как гомологичная рекомбинация, и тогда уже более целенаправленная будет вставка уже нужной, более определенной последовательности. Вот, и таким образом как раз можно более регулируемо вставить, например, там стоп-кодон, чтобы получить там укороченный ген, например, или вставить таким образом можно вообще вставить как раз какие-то новые гены, а не только, например, сломать гены. Соответственно, и каким образом получить целую мышку, в которой, например, произошло там нокаутирование или каким-то образом другое изменение генома клетки. Существуют, опять же, разные методы, и вот один из них является следующим. То есть у мыши извлекают оплодотворенную яйцеклетку или зиготу фактически, и с помощью микроинъекции туда доставляют вот эти три компонента, то есть гидовую РНК, белок Cas9 и ДНК, собственно говоря, тот донор, который необходимо вставить в образующийся разрыв. Соответственно, опять же, в данном случае Cas-белок может быть доставлен либо в виде белка, либо в виде РНК, либо в виде плазмид. Разные варианты могут существовать. И вот именно для данной ситуации часто используется метод доставки как раз микроинъекция. Вот. Затем, соответственно, Затем эта оплодотворенная яйцеклетка может размножиться, в смысле разделиться, да, и, соответственно, после чего происходит трансфер, перенос полученного эмбриона в, как называется, псевдобеременную мышь. После чего происходит рождение, и у этой мыши в удачном случае, а это не всегда происходит удачно, рождаются мутантные мышаты, с которыми уже можно работать.
Вот, тут может быть много проблем, и сама операция, она довольно сложная. Вот, поэтому требует довольно больших и сложных навыков. Вот, что можно отметить, что часто используют такую как бы хитрость немножко, что берут яйцеклетку, например, от черной мышки и подсаживают ее к белой мышке. Таким образом, рожденные мышата уже просто будут сразу видны, какие мышата произошли именно из яйцеклеток из другой мыши. А, Да. Соответственно, однако такие полные нокауты, когда мы целиком удаляем какой-то ген из генома, не всегда является очень самым удобным инструментом. Во-первых, часто мутации в генах такие полные, да, часто мутации в некоторых генах являются летальными, и такие мыши просто не родятся, потому что, например, на какой-то стадии эмбриогенеза, если это был какой-то важный ген, эмбрион погибнет, и тогда, естественно, там мышата не родятся. Кроме того, если мы хотим, например, исследовать функцию какого-то белка, например, в нервной системе, а этот белок работает, например, не только там в нервной системе, но и, например, опять же, там в эмбриональном развитии, или еще в каких-то других тканях, то иногда мы можем у рожденных даже мышей исследовать не эффект, собственно говоря, того гена, который происходит в нервной системе, а эффект нокаута этого гена, который повлиял на работу других систем, да, то есть он мог изменить там, например, в общем, морфологию, например, изменить, получается, каким-то образом организма или связи нарушить. И то есть это явление называется плеотропность генов, когда ген участвует во многих функциях в организме, и иногда это мешает. То есть может, ну, то есть выводы, они иногда могут быть не совсем верные на основе только если использовать генетические нокауты. Вот, и также, если получается проводить нокаут гена на уровне, ну, на ранних стадиях, то иногда в организме происходят компенсаторные изменения, и часто, ну, не часто, но такое случается, что функции тех белков, которые мы нокаутируем, берут на себя родственные гены, да, поскольку у нас многие гены являются родственными, то удаление одного гена может привести к оверэкспрессии, например, другого родственного гена, и таким образом может произойти компенсация функций. И тогда тоже как бы эффект исследования функции этого гена там, в нервной системе может быть несколько смазанным. Вот, поэтому, чтобы избежать таких проблем, связанных с тем, что гены, например, нокаут каких-то генов являются летальными, или они экспрессируются не там, где надо, используют такой метод, как наверное, такой белок, фермент, как крерикомбиназа. Собственно говоря, это фермент, который позволяет осуществлять так называемую сайт-специфическую рекомбинацию. И что она может делать? То есть, например, у нас есть какой-то целевой ген. Соответственно, если вокруг этого гена расположены особые последовательности, которые называются лог-сайтами, то в зависимости от их расположения крерикомбиназа, которая свяжется с этими лог-сайтами, она может вызвать различные результаты. Да, то есть если вот эти вот лог-сайты, ну, как здесь на рисунке нарисовано, они расположены напротив друг друга, тогда воздействие крерикомбиназы приведет к тому, что этот ген развернется. Да, и таким образом, например, можно, если здесь, например, стоял функциональный ген, то после разворота он, естественно, станет как бы нефункциональным, потому что последовательность изменилась. И таким образом, ну, как бы как один из способов, например, нокаутировать функцию гена. Соответственно, также можно вызвать делецию какого-то участка. Да, то есть если вот эти лог-сайты расположены в последовательно, что называется, то тогда крерикомбиназа таким образом там извернет ДНК и ее этот кусочек вообще вырежет, и таким образом да, в геноме останется только лог-сайты.
Вот. Либо можно, также в зависимости от расположения, можно вызвать транслокацию каких-то участков. Соответственно, что для этого нужно? Соответственно, если мы кререкомбиназу, например, будем экспрессировать не постоянно, а, например, только в определенных клетках или на определенных стадиях или в определенных условиях, то тогда, соответственно, вот функция этого гена изменится именно в этих условиях. И это такое явление называется условные нокауты, ну или conditional knockouts, да, наверное, можно на русский перевести как условные нокауты, то есть это нокауты, ну и не обязательно нокауты, бывают и нок-ины, когда, наоборот, происходит вставка, которые происходят в определенных условиях. И вот, например, такой пример, что есть ген NMDA-рецептора, одной из субъединиц NMDA-рецепторов NR1, и если нокаутировать этот ген у мыши, то такая мутация является летальной, и просто мышей получить не получится. Однако, как бы исследователи или люди настойчивые, им хочется получить мутанты, у которых, например, NMDA-рецепторы будут нарушены в клетках, например, нейронах, и тогда они, получается, можно скрестить две линии мышей. В одной из линий мышей будет кререкомбиназа располагаться под CAMKI2 промотором. Соответственно, кререкомбиназа будет экспрессироваться в тех клетках, в которых экспрессируется CAMKI2. И это, например, возбуждающие клетки, пирамидные клетки, например, C1 полигиппокампа. Но не только, но и некоторых, многих других нейронов также. Вот. И, соответственно, если скрестить это с мышкой, у которой последовательно расположены лог-списайты между некоторыми экзонами, да, гена NMDA-рецепторов, то это приведет к тому, что при скрещивании кререкомбиназа, да, которая будет экспрессироваться только в нейронах, она распознает эти лог-списайты, вызовет сайт-специфическую рекомбинацию и приведет к тому, что этот ген будет мутировать именно в этих клетках, в клетках, в которых активен CAMKI2 промотор. Ну и такими исследованиями было показано, как дополнительным методом, что NMDA-рецепторы необходимы для некоторых видов долговременной потенциации, потому что когда эти рецепторы были нокаутированы, то есть, в принципе, нейроны были живыми, в них можно было зафиксировать базальную передачу, базовую передачу, однако индукция долговременной потенциации, например, в гиппокампе, она была нарушена. Вот, собственно говоря, как нам создать такую мышку, у которой есть два лог-списайта? Ну, собственно говоря, для этого тоже можно использовать разные методы, в том числе использовать CRISPR-Cas-систему, о которой говорили выше. При этом, соответственно, используются, соответственно, две, ну, правда, обычно не одновременно, а все-таки последовательно. Сначала вставляется один лог-списайт, затем другой, потому что одновременное встраивание, оно обладает низкой эффективностью. И таким образом, если внести, там, например, первый раз одну гидовую РНК, затем последовательность, которая будет матрицей, которая будет носить мутации, также вторую, и таким образом можно получить вот такой вот локус, который потенциально может быть вырезан, если рядом окажется кререкомбиназа. Очень важным свойствами, которые нужно оценивать CRISPR, Cas9 и вообще разные системы для встраивания каких-то разных эндонуклеаз является следующее. То есть, во-первых, эффективность. То есть это не всегда все клетки трансформируются, да? Не всегда во всех клетках происходят эти мутации. Во-вторых, специфичность. Несмотря на то, что гидовая РНК, она направляет Cas9 белок в нужную нам последовательность, иногда она может направить
белок и в другие последовательности. И в зависимости от того, насколько нам важны или не важны off-target эффекты, то, соответственно, это может повлиять на дизайн этих как Cas9 белка, так и гидовой РНК. Вот. Ну вот здесь вот представлена картинка, когда люди пытались одновременно вставить два лог-списайта, и, соответственно, ну, по крайней мере, вот в их экспериментах получилось, что удачным было меньше 1% проведенных экспериментов. И во многих случаях, например, в каких-то участках происходили только инсерции, делеции. Соответственно, в каких-то случаях инделы, да, образовывались в одной части, а необходимые лог-списайты только в одном месте вместо того, чтобы в двух. И только в некоторых случаях происходило встраивание двух лог-списайтов. То есть почему я на этом акцентирую внимание? Ну, потому что это важно для физиологии. То есть если вы помимо того, что, например, модифицируете нужный ваш участок, модифицируете какой-то другой или модифицируете его неправильно, то, соответственно, результат также будет не очень правильным. И, соответственно, и это играет очень-очень важное значение в клинических исследованиях, где хотят использовать CRISPR-Cas-систему для того, чтобы например, исправлять какие-то мутации в человеческих эмбрионах. В современных системах пока что иногда страдает как эффективность, то есть таким образом модифицируются не все эмбрионы, так и специфичность, то есть могут происходить так называемые off-target или нежелательные эффекты, и, естественно, как бы ученые по всему миру стремятся к тому, чтобы снизить, чтобы, с одной стороны, повысить эффективность, но при этом не увеличивая каких-то вариантов токсичности, и при этом увеличить специфичность, то есть уменьшить количество максимально нежелательных генетических перестроек. Ну, помимо того, что клей-рекомбиназа может быть встроена в геном, да, под какой-то промотор, она также может быть доставлена в определенные участки мозга, и там точно так же, если все будет нормально, то там также можно сработать. Ну и вообще тут как бы какие-то вещи, да, там, например, промоторы или крей-рекомбиназа или лог-списайта, они могут быть расположено как непосредственно в геноме трансгенных животных, так и что-то может быть доставлено с помощью вирусов. Вот. Единственное, что доставка белка Cas9, например, с помощью каких-нибудь аденоассоциированных вирусов иногда встречается с некоторыми сложностями, так как белок очень большой, в принципе он впритык влезает иногда в кассету, поэтому приходится каким-то образом комбинировать например, доставку белка Cas9 и доставку гидовой РНК. То есть если в каких-то случаях можно сделать такую плазмиду, которая будет содержать как Cas9 белок, так и гидовую РНК под другим промотором, то вот, например, в случае аденоассоциированных вирусов тут приходится несколько стараться. Соответственно, помимо того, что можно вызвать для подавления экспрессии, можно сделать какие-то из видов нокаутов, можно сделать так называемый нокдаун генов. То есть нокдаун генов обычно уже касается посттранскрипционных событий. И тут есть два основных метода, и первый из них – это метод, основанный на использовании антисмысловых олигонуклеотидов, то есть последовательностей. И если, например, клетке добавить такую антисмысловую последовательность, которая, соответственно, гомологична определенным участкам МРНК, то она может в клетке связываться с РНК синтезированной и приводить к ее различным, к нарушениям ее трансляции, и в том числе не только трансляции, но и, например, спайсинга. То есть если, например, антисенсовая последовательность попадет в ядро, то тогда она может, например, вызвать ингибирование спайсинга, либо она может просто связаться с РНК и не позволить
другим ферментам получить доступ к этому участку. Вот. И еще один способ, то есть у нас в клетке есть ферменты, которые называются РНК-ZH, которая, собственно говоря, следит, чтобы в клетке особо не присутствовало всяких двухцепочечных последовательностей, в частности, дуплексов, да, нуклеиновых кислот. И если она распознает такой дуплекс, то будет и разрезать. И таким образом мы вызовем деградацию РНК, и целевой ген синтезироваться уже не будет. Ну и точно так же эта последовательность может просто как бы связаться с МРНК и не позволить рибосоме эффективно транслировать этот белок. Вот. Также популярным методом для нокдауна генов является использование так называемой РНК-интерференции. Сейчас. В какой-то степени ее смысл несколько пересекается с использованием антисмысловой последовательности, потому что здесь тоже в конце концов образуется такой дуплекс между антисмысловой последовательностью и целевой РНК, но здесь работают другие немножко ферментативные системы. Вот. И, например, такую РНК-интерференцию часто используют вместе, например, с вирусами. То есть вирусный геном встраивают последовательности, которые синтезируют так называемую шпилечную РНК. Ну, соответственно, часто это используется под специфическим промотором для РНК-полимеразы 3. То есть если обычно у нас гены синтезируются под промоторами РНК-полимеразы 2, да, матричной РНК, то вот такие всякие короткие гены РНК, они часто синтезируются с помощью РНК-полимеразы 3. Вот. И, соответственно, если закодирован ген, который несет в себе последовательность вот этой вот РНК, которая образует шпильку, да, после того, как РНК синтезировалась, то, соответственно, фермент или ферментативный комплекс Дайсер, он распознает такой участок и образует так называемую малую, нет, ну да, интерферирующую РНК, которая, собственно говоря, распознает, да, которая уже поступит в комплекс риск, и, соответственно, уже с помощью этого комплекса также произойдет МРНК-деградация. И таким образом функция гена, который кодируется, функция белка, который кодируется этой МРНК, также будет нарушена. Вот. Мы рассмотрели основные методы для подавления экспрессии, а теперь мы хотим наоборот, чтобы нашего гена, который мы хотим, нашего белка, который мы хотим исследовать, стало больше или еще что-нибудь на него навесить и так далее. Вот. Ну и самым, наверное, простым в данном случае является, ну то есть это можно также сделать с помощью трансгенов, да, когда встроить ген какого-то белка в геном животного, либо с помощью вирусной трансдукции. Чтобы получить вирус, то нам нужна, как я уже говорила, целевая плазмида, которая будет содержать целевой участок, и также добавочные плазмиды. Вот, и тогда можно получить различного рода вирусные частицы. Ну, в нейробиологии используются разные вирусы, но наибольшей популярностью пользуются два типа вирусов. Это аденоассоциированные вирусы. Да, я тут не ту вставила плазмиду. Ну ладно, словами скажу. Да, это аденоассоциированные вирусы и лентивирусы. Вот, соответственно, у них есть некоторые разные свойства, которые как бы являются как плюсом, так и минусом, но у них есть нечто общее. То есть тот участок, который будет формироваться, из которого будет формироваться, собственно говоря, геном вирусной частицы, и которая будет доставлена в целевую клетку, он будет, это будет не вся плазмида целевая, а только тот участок, который расположен между специфическими последовательностями.
В случае лентивирусов эти последовательности называются LTR, они расшифровываются как Long Terminal Repeats, длинные концевые последовательности, и именно только этот участок будет встроен в геном лентивирусов. Геном лентивирусов является РНКовый, и когда лентивирусные частицы попадут в клетку, то, соответственно, с помощью произойдет обратная транскрипция, и на матрице РНК синтезируется ДНК, которая встроится в геном. В случае аденоассоциированными вирусами эти участки называются немножко по-другому, они называются ITR, и они могут быть как сходными, так и различными для различных серотипов аденоассоциированных вирусов. И в отличие от лентивирусов, во-первых, аденоассоциированные вирусы содержат ДНК-геном, и, во-вторых, они либо вообще не встраиваются в хозяйскую ДНК, да, в хозяйские хромосомы, и могут существовать в клетке либо в виде так называемой эписомы, да, то есть как бы такой маленькой дополнительной хромосомки маленькой. Вот. Либо, если и встраиваются, то, как правило, в определенное место, которое, как считается, является безопасным. То есть использование аденоассоциированных вирусов является предпочтительным, потому что оно является одной из самых безопасных систем. Аденоассоциированные вирусы практически не вызывают болезни человека, во-первых, да, поэтому с ними работа более безопасным. Вот. Ну и в любом случае, то есть даже если что-то попадет, то оно не встроится в геном клетки и там ничего не нарушит. Ну, наибольшая опасность, например, в лентивирусной трансдукции, да, как бы скорее иногда теоретическая, но тем не менее возможной, является то, что, например, является то, что лентивирусы встраиваются в довольно случайные места. И если они вдруг встроятся, например, возле какого-нибудь онкогена, то это может вызвать, соответственно, трансформацию клеток, и ничего хорошего, особенно если там в каких-то клинических исследованиях, с этим не произойдет. Вот. И поэтому лентивирусы, именно их такое применение несколько ограничено, хотя все равно в каких-то случаях они применяются. Вот. Недостатком аденоассоциированных вирусов является то, что их емкость достаточно маленькая. Там, по-моему, меньше вот это вот участок генома аденоассоциированных вирусов меньше 5 килобаз, и не всегда целевой ген удается в него встроить. В то время как у лентивирусов емкость гораздо больше, и там есть больше пространства для маневра. Вот. Ну, в общем, таким образом, да, эти две системы наиболее часто встречаются, хотя и некоторые другие вирусные системы также используются. Ну и, соответственно, что нам нужно сделать, если мы хотим оверэкспрессировать какой-то белок, который есть в этом организме. Да? Например, вот есть белок, и мы хотим сделать его побольше. Вот. И, например, ну вот недавно у меня была задача, что мне нужно было оверэкспрессировать инсулиноподобный фактор роста 2. Соответственно, для того, чтобы получить его последовательность, мы выделили РНК из мозга. Затем с помощью обратной транскрипции из последующего ПЦР получили такой ПЦР-продукт, который содержал комплементарную ДНК, собственно говоря, этого гена инсулиноподобного фактора роста 2, и на концах располагались сайты рестрикции. Использование в качестве матрицы обычно не используют ген, который расположен в геноме, потому что в геноме помимо кодирующих последовательностей или других необходимых последовательностей присутствуют интроны, которые, конечно, никуда не влезут, потому что они могут быть иметь очень большую протяженность, поэтому обычно используют в качестве матрицы именно РНК, где уже используют зрелую процессированную МРНК. Вот. И, соответственно, для того, чтобы встроить эту последовательность в плазмиду, мы берем плазмиду, о которой раньше говорила, и у этих плазмид часто вносятся специальные последовательности, которые называются сайты рестрикции.
И берутся ферменты, которые называются эндонуклеазы рестрикции, или иногда их называют рестриктазами, которые распознают специфические вот эти вот сайты рестрикции. Они часто достаточно короткие, там от 6, ну то есть есть разные, но вот часто в клонировании там, например, от 6 нуклеотидов последовательности. В этих местах они разрезаются и специфически по таким липким или тупым концам они встраиваются. И таким образом можно получить плазмиду, в которой будет закодирован уже последовательность нашего интересующего гена. Вот, но в данном случае у меня следом за IGF-2 следовал GFP, и это было немножко неудобно, тем более там он был не пришит, а там был стоп-кодон. И чтобы GFP синтезировался, транслировался несколько независимо, мы еще затем встроили туда дополнительную последовательность ARIS. То есть и после того, как эти клетки доставляются в какие-то клетки млекопитающих, то получается РНК-полимераза садится на CMV-промотор, она синтезирует вот эту вот длинную последовательность РНК, и если последовательность IGF-2, она синтезируется с, собственно говоря, с начала МРНК как бы стандартной кэп-зависимой трансляции, то для синтеза GFP вот рибосомы в клетках распознают вот этот вот сайт, внутренний сайт посадки рибосом, и таким образом немножко независимо синтезируют GFP. И таким образом в клетке синтезируется как мой целевой белок, инсулиноподобный фактор роста 2, так и флуоресцентный белок, чтобы мы могли видеть, что, собственно говоря, экспрессия происходит. Вот. Да, эта плазмида содержит LTR, да, которые я говорила, что они необходимы для сборки лентивирусных частиц. И, соответственно, на основе этой плазмиды и с добавлением еще других плазмид специальных мы собрали лентивирусные частицы, которыми заразили в данном случае культуру нейронов. Вот. Но несмотря на то, что наш как бы GFP немножко независимо синтезируется, вот справа здесь показано, ну, не знаю, где, наверное, да, право тоже у вас, справа показана экспрессия с целевой плазмидой, да, где и видно, что она как бы немножко редуцирована. То есть эффективность такой трансляции несколько ниже, но тем не менее заражается довольно много клеток. Вот, здесь показана экспрессия белка, когда контрольного вируса, где не было встроено IGF-2, и, соответственно, GFP синтезировался стандартным методом с начала МРНК с помощью кэп-зависимой трансляции. Да, я уже упоминала о том, что иногда мы хотим экспрессировать не просто там во всех клетках, но в определенных клетках. И тогда используется экспрессия с помощью специфических промоторов. Ну вот здесь вот показана картинка среза мозга мыши, нокаутной, не нокаутной, в которой оверэкспрессируется GFP под THY-1 промотор. Этот промотор обеспечивает экспрессию белка в некоторых нейронах, и вот мы видим, что, например, в пятом слое коры наблюдается экспрессия нейронов, также в некоторых нейронах гиппокампа. Вот. Соответственно, существует довольно много разных промоторов уже разработанных, которые используются для экспрессии, в том числе в различных типах клеток. Да, соответственно, вот CAMK2 промотор, который я упоминала, используется для экспрессии в пирамидальных клетках. Соответственно, есть синапсиновый промотор, который обеспечивает экспрессию во многих нейронов. Есть, сейчас. Например, часто используемый глиальный промотор фибриллярного кислого белка, который специфично экспрессируется в астроцитах в мозге, соответственно, для того, чтобы пометить астроциты. Ну и вот, например, IBA1 промотор используется для экспрессии в клетках микроглии, ну и еще некоторых типов клеток.
Вот, таким образом, если мы, например, вместо CMV-промотора в те же самые вирусы, ну или другим образом добавим, например, один из этих промоторов, то мы можем таким образом обеспечить селективную экспрессию белков в определенных типах нужных нам клеток. Вот, в целом, если мы используем аденоассоциированные вирусы, то некоторая селективность может быть обеспечена тем, что некоторые типы аденоассоциированные вирусы имеют тропность к определенным типам клеток, причем часто к нейронам. Например, вот используемый, например, аденоассоциированный вирус второго типа, он как раз часто заражает именно нейроны, соответственно, и с низкой частотой и заражает астроциты. Да, и, например, да, а, можно, кроме того, например, там те же самые некоторые серотипы аденоассоциированных вирусов для обеспечения некоторой селективности заражать не в область тела клетки, а, например, в область аксонов. Таким образом, можно заражать нейроны, которые имеют определенные проекции в определенной области. Такие серотипы, ну, такие вирусы называются ретроградными, то есть они захватываются, получается, аксонами, и вирусные частицы попадают в ядро. И, например, если мы внесем, например, такой ретроградный вирус куда-нибудь там в область CA1, то можно заразить клетки энтеринальной коры, которые отправляют свои отростки именно в область CA1. Это также очень активно используемый инструмент. Вот. В настоящее время известно довольно много разных типов аденоассоциированных вирусов. Они отличаются как по клеточной специфичности, так и вообще по эффективности. И, в общем, эта область очень сильно разрабатывается, в том числе для области генотерапии. А, Пока что такое, я уже не знаю, единственное или ну, одно из немногих зарегистрированных препаратов для генотерапии, наверное, слышали, Золгенсма, да, как называют самое дорогое лекарство в мире, как раз содержит аденоассоциированные вирусы, которые несут ген, который необходим для выживания моторных нейронов, и, соответственно, он доставляется к нейронам, и они экспрессируют, и это действительно обеспечивает выживание многих и даже иногда нормальное развитие детей, которые страдают спинальной мышечной атрофией, да, при которой наблюдается как раз постепенная гибель моторных нейронов. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас прошло около 6 или 7 лет после первых клинических исследований с этим препаратом. Вроде как дети живы, многие, хотя так они могут некоторые погибать в возрасте до 2 лет, и многие даже способны самостоятельно ходить и выполнять какие-то действия. И в целом, если такую терапию провести достаточно рано, до 6 месяцев развития, то можно, по крайней мере, по текущим данным, практически полностью восстановить функцию. Опять же, что будет дальше, пока неизвестно, но как бы исследования продолжаются. Соответственно, несмотря на высокую специфичность аденоассоциированных вирусов, например, к нейронам, да, вот если мы просто заразим под неспецифическим промотором, да, то это порядка 80% будут нейроны. Тем не менее, если мы заменим неспецифический промотор на, например, промотор глиальных клеток, то мы получим, что у нас будут заражаться в основном, ну, экспрессировать целевой белок, будут в основном астроциты, то есть, да, порядка 80% транслюцированных клеток будут представлять собой астроцитов, еще некоторый процент будет представлять собой олигодендроцитов. То есть, несмотря на то, что аденоассоциированные вирусы обладают некоторой специфичностью, но, тем не менее, они заражают и другие клетки. И, наверное, идеально, когда есть некоторая комбинация, когда вы используете тот серотип вируса, который, например, специфичен для нейронов, и используете, например, какой-то нейрональный промотор, если хотите заразить нейроны. Вот, так, еще немножко магии. Ну, я постараюсь быстро, чтобы мозг остался жив.
Иногда нам нужно экспрессировать не просто в определенном типе клеток, а, например, в контролируемых нами условиях. Например, мы хотим, чтобы наш ген экспрессировался тогда, когда мы введем, например, тетрациклин, ну или в частности в данной системе чаще вводят доксициклина. И, соответственно, существует как бы два основных типа таких систем. Это тетрациклин-OFF система и тетрациклин-ON система. В чем заключается тетрациклин-OFF система? То есть для того, чтобы нам синтезировать нужный нам белок, нужно совпадение нескольких условий. То есть нужный нам белок располагается под так называемый тетрациклин чувствительным элементом. Да? То есть промотор будет содержать этот тетрациклин чувствительный элемент. И тогда, ну то есть он, например, там CMV был какой-нибудь, дальше тетрациклин чувствительный элемент, и дальше наш целевой ген. И помимо этого необходимо экспрессировать так называемый трансактиваторный белок, который будет связываться с вот этим вот тетрациклин-чувствительным элементом. И в данной системе при Да, в данном системе при отсутствии тетрациклина будет происходить синтез нашего целевого белка. То есть если мы не хотим, чтобы наш белок синтезировался, то мы постоянно добавляем доксициклин в данном случае к, например, животным. Вот. И, соответственно, когда... Так, сейчас запутаюсь. Да, и тогда, получается, доксициклин связывается с трансактиватором, и транскрипция не происходит. И если мы, соответственно, убираем доксициклин из животного, то тогда активируется транскрипция. Тетрациклин, система работает немножко по-другому, то есть там, получается, активация синтеза белка происходит наоборот, при добавлении доксициклина, и происходит активация синтеза белка. То есть мы можем таким образом контролировать, в какой момент мы хотим включить экспрессию того или иного белка. Так, сейчас немножко по-быстрому еще расскажу. Да, ну, в общем-то, мы рассмотрели основные такие системы, как модифицировать геном или там плазмиды или еще что-то в клетках. И сейчас еще немножко поговорим о том, зачем нам это нужно, ну, помимо того, о чем я рассказала. Вот, соответственно, одним из методов, одним из подходов является подход к оптогенетике. Для стимуляции нейронов о нем рассказывал Алексей Юрьевич, поэтому я, наверное, не буду на нем сильно останавливаться. Соответственно, помимо оптогенетики применяется активация или ингибирование активности нейронов с помощью химических веществ. Эти сенсоры этих химических веществ, которые можно просто ввести животным, они основаны на G-белок связанных рецепторов, в частности, на мускариновых рецепторах. Разные мускариновые рецепторы связаны с разными внутриклеточными каскадами в клетке. И вот, например, мускариновый рецептор третьего типа, он является G-альфа-Q связанным рецептором, да, и, соответственно, активирует сигнальные каскады, которые приводят к увеличению концентрации кальция в клетке и активации нейронной активности. Вот, в то время как, например, мускариновый рецептор четвертого типа, он связан с G-альфа-I, получается, белком, и, соответственно, он вызывает падение уровня циклического АМФ в клетках, происходит в клетках гиперполяризация и падение нейронной активности. То есть если вы по каким-то причинам, например, не хотите использовать оптогенетику или используете ее уже как бы параллельно, то еще как бы как дополнительный способ может быть использование хемогенетики. Да, когда вы для того, чтобы изменить активность нейронов, вводите какие-то вещества. Ну или просто как альтернативный дополнительный метод, чтобы доказать, что там что-то не связано с воздействием света, например. Вот. И еще такое некоторое направление, оно развивалось
коллабораторами Института биорганической химии, МГУ имени, физиками из МГУ имени Ломоносова, и некоторое тестирование, и тестирование некоторых конструкций происходило в нашем институте. То есть у змей взяли рецепторы, термочувствительные рецепторы, встроили их, опять же, ну, определенным образом модифицировали, встроили их в нейроны мыши, и, соответственно, при воздействии инфракрасного излучения буквально какие-то небольшое изменение температуры приводило к активации, собственно говоря, тоже нейронов. Вот, это направление является интересным, потому что инфракрасное излучение, оно способно проникать глубже, чем, например, чем, например, голубой свет, да, который активирует стандартные, например, ченнел-родопсины. Вот, и поэтому гипотетически можно активировать более глубоко лежащие нейроны. Вот. Также с помощью генетической инженерии разрабатываются подходы для исследования нейрональной активности, то есть не стимулировать, а зарегистрировать фактически, что происходит в нейронах. Для этого используется, ну, наиболее сейчас пока используемый метод – это использование GCAMP для исследования концентрации кальция в клетках, да, и также используются различные модифицированные рецепторы, к которым пришиваются различные флуоресцентные белки, которые меняют свою активность в присутствии нейромедиаторов. Они как раз часто делаются на основе тех же самых рецепторов, например, такой сенсор для исследование выброса ацетилхолина сделано на основе мускаринного рецептора. И когда ацетилхолин попадает связывается с этим рецептором, то происходит изменение конформации такого модифицированного GFP и наблюдается увеличение флуоресценции. Такие сенсоры сделаны ко многим нейромедиаторам, но это работа буквально каких-то последних лет, и сейчас как бы они начинают появляться именно не просто методические работы о том, что мы сделали, но и все больше физиологических работ, что, собственно говоря, происходит в те или иные моменты у жизни животных, да, какие медиаторы у них в это время вырабатываются. Ну и в частности, вчера на журнальном клубе Иван Смирнов рассказывал как раз об исследовании выброса ацетилхолина, в какие моменты он выбрасывается в гиппокампе у животных. Да, ну и последний такой, наверное, слайд. Собственно говоря, тоже буквально вот самые какие-то последние, хотя они, наверное, разрабатываются уже, наверное, последние лет 10, но тем не менее они еще пока не вошли прям в общую потребимую практику. С помощью генной инженерии можно превращать одни типы клеток в другие. То есть, например, мы можем взять клетки, там либо какие-то плюрипатентные стволовые клетки, либо иногда вообще можно взять фибробласты, клетки кожи, добавить к ним некоторые гены, которые чаще всего являются факторами роста. И, собственно говоря, недели через 2 иногда наблюдается 1% клеток, которые превратились из этих там плюрипатентных стволовых клеток или фибробластов, превратились в нейроны. И тогда, если, например, речь шла о каких-нибудь человеческих фибробластах, мы можем, хотя и в культуре, но тем не менее побачить настоящие индуцированные, но уже человеческие нейроны. И особенно это также важно для, может быть, некоторых клинических исследований, для того, чтобы понять, что ломается в генах человека, да, при исследовании каких-то неврологических заболеваний, когда, например, мы знаем, какая мутация произошла, или мы просто берем, например, фибробласты, да, клетки кожи у какого-то человека, который болен, который страдает какими-то неврологическими нарушениями, мы можем превратить его клетки и фибробласты
кожи в нейроны и посмотреть, меняются ли какие-то электрофизиологические свойства. Да, здесь есть некоторый как бы недостаток в том, что это культивируемые нейроны все-таки немножко отличаются, ну, не немножко иногда, но отличаются от нейронов, которые находятся в мозге, однако некоторые базовые вещи, базовые какие-то электрофизиологические свойства там или какие-то другие, морфологические, может быть, в них можно также исследовать, и, кроме того, ну, как бы, да, если немножко помечтать, можно исследовать, как будут воздействовать вещества, которые являются потенциальным лекарством для коррекции этого заболевания, как они будут действовать не просто на какие-то клетки, а именно на человеческие клетки, причем именно того больного, которому ищется лекарство. Вот, ну, наверное, все. Спасибо большое. А вопросы есть? Кто-то Ольга? выше? У вас нет вопросов? Можно тогда в микрофон? Да, вопрос может быть глупый, я как бы не очень в теме, но вот ты говорила, что у аденоассоциированных вирусов, да, ограничена емкость. То есть мы не можем с помощью них достать ДНК там больше какой-то длины. А, собственно, за счет чего это происходит? Ну, то есть мы же можем, ну, механически это сделать, грубо говоря, но что произойдет, если... Если мы попытаемся встроить ДНК больше длины, чем емкость, то вирусные частицы, во-первых, будут либо очень плохо собираться, либо они даже если соберутся, то эффективность трансдукции будет очень плохая. Соответственно, ну то есть вирусы скажут нет, вот. Ну то есть сейчас проводятся исследования для того, чтобы увеличивать емкость аденоассоциированных вирусов, ну уже там с применением всяких белковой инженерии и так далее. Вот, но в целом, как бы, да, то есть если вы пытаетесь, да, выйти за пределы, вы, может быть, даже соберете какие-то нейроны, может быть, даже и заразите, но эта эффективность будет гораздо ниже. Понятно, спасибо. Вот. Так, еще вопросы есть у публики нашей в интернете? Выжил кто-нибудь? Пока всем молчат. Да? Да, я тогда спрошу, ну, у меня как раз такой вопрос, наверное, юридический. У нас же до сих пор запрещены вот эти клинические исследования с генетическими изменениями у людей. То есть все, что вы рассказывали про СМА, это Америка, скорее всего. Да? Сейчас, да, то, что я рассказывала, это Америка, но я знаю, что в Биокаде проводятся преклинические исследования, ну, Биокад – это российская фирма, там проводятся доклинические исследования, и вроде как бы доклинические они именно уже закончили на мышах, соответственно, чтобы разработать свою систему, но тоже на основе аденоассоциированных вирусов, тоже для лечения СМА. Насколько я понимаю, детям российским некоторые получили дозу, да, Золгенсма, то есть теоретически запрета на проведение, ну, просто самой по себе этого лечения для российских детей нету. Вот, по поводу клинических исследований это уже как бы вопрос, но я думаю, что как бы наверное, не стали бы настолько, как бы, ну, именно в российских компаниях тоже разрабатывать. Ну, и на самом деле не только это в Биокаде, но еще в некоторых компаниях, да, производятся на основе аденоассоциированных вирусов исследования, и на какой стадии находится, не знаю, но, наверное, все-таки как бы разрешение есть. Вот, единственное, что, естественно, редактирование геномов, да, то есть на стадии эмбрионов, это вообще как бы отдельная ситуация. Редактирование геномов человека генома человека для того, чтобы получить, да, геномодифицированного человека уже, оно запрещено вообще во многих странах, и то есть можно, например, вырастить, в некоторых странах разрешено выращивать, модифицировать геном и выращивать эмбрионы до некоторых стадий развития, и затем, то есть, но без подсаживания там в матку. Вот. И, соответственно, да, там, ну, то есть китайские случаи, да, когда попытались это сделать, и есть даже некоторые, ну, там, на самом деле, проблемы, точнее как, претензии к этому были не только в том, что грубо нарушены этические нормы, прям но и, во-первых, как я тоже упоминала про CRISPR-Cas-систему, есть некоторые проблемы как с эффективностью, так и со специфичностью, и более того, они, получается, сделали так, что они
внесли такие мутации, которые будут приводить к формированию новых белков. То есть есть как бы, ну, некоторые, да, то есть даже если мы это делаем, то мы это должны делать так, чтобы, например, не создавать новых белков, потому что новые белки – это всегда риск того, что эти белки поведут себя как-то неправильно. Мы либо, ну, в данном случае обычно нужно вернуться к какому-то варианту, ну, нужно, например, какую-то мутацию сделать такую, которая будет каким-то вариантом и нормы, да, то есть там у них был хемокиновый рецептор, да, который препятствует заражению ВИЧ. И, соответственно, ну, в популяции людей есть люди, у которых есть мутации определенные, да, которые препятствуют заражению ВИЧ. И, собственно говоря, то есть если уж делать так, то делайте такую же мутацию, а не создавайте какой-то новый рецептор еще, который будет неизвестно, как себя вести. Вот, ну, то есть именно, хотя вот у нас, кажется, один доктор из второго медицинского университета как-то заявлял, что собирается модифицировать, редактировать эмбрионы. Не знаю, что вот именно, я не так глубоко знакома как бы с законодательством, как бы с моей точки зрения, ну, как минимум, должно быть доказана эффективность и специфичность этого генома настолько, чтобы вот, да, это можно к человеку. То есть одно дело, когда лечат с помощью генотерапии уже больных детей, например, у которых там либо грубые нарушения, либо они вообще, например, умирают в течение первых лет жизни, тут, естественно, как бы с этической точки зрения, да, попытаться спасти этих детей с помощью генетического редактирования, это нормально. Вот. А другое дело, когда вы пытаетесь модифицировать там еще нерожденных детей, и еще неизвестно, как бы, что с ними сделать, и поэтому тут вопрос, да. Понятно, да. Да, но это такая, конечно, горячая тема для обсуждения в плане этики и морали. Ну да. Хорошо. Спасибо большое. Всё. Тогда встречаемся мы на следующей неделе последний раз, во вторник и в пятницу. И этот блок лекции закрываем до сентября. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.